Если у них обед по расписанию, все Скорее всего, страна развалится. Слово «мир» — это просто слово «мир». И война, если она существует, то она существует. Начнутся опять митинги или что-то в этом роде. Надеюсь на смену режима. В угол ставить надо, на колени. Сегодняшняя война – это совсем другое дело. Тут надо разобраться. Из-за чего происходит военная спецоперация, понятно. Стоит ли наказывать людей за фразы или плакаты, или надписи «Миру мир, нет фашизму, нет войне»? Слушайте, ну это же противоречит Конституции. В Конституции же есть все о свободе слова, вероисповеданий, выражении собственных мыслей. Поэтому это просто нарушает Конституцию. А вы видели, как задерживают людей на улицах? Вы знаете, я не видел, но просто, участвовать в этом или ходить смотреть на это, кто-то ходит, смотрит. На мой взгляд, это просто потеря времени. С системой бороться бесполезно. Это голосовать тут надо ногами. Если тебе не нравится система, надо просто уезжать отсюда. А бороться с ней бессмысленно. Просто срок получше, все. У моего знакомого, например, внук сходил на одиночный пикет. Парень закончил институт, то есть он я имею в виду не совсем, так сказать, подросток, да, вполне себе осознанно сходил, его арестовали, на первый раз административный штраф. Я глубоко в это не копаю, поскольку не собираюсь, поэтому воевать с системой не собираюсь, поэтому. Не слышала. У меня никого не наказали. Не стоит, потому что это дело каждого, и отвечать способен на это каждый, и иметь свое мнение. Я тоже так считаю. Мы не можем запрещать людям, это каждого мнение, и мы собственное мнение имеем, поэтому, я думаю, не стоит. Я думаю, это очень небезопасный путь. Небезопасный путь чего? Разрешение этого конфликта. Потому что мы должны иметь право выражать свое мнение, даже если оно немножко отличное. И в конце концов слово «мир» — это просто слово «мир». И война, если она существует, то она существует. Какой смысл их наказывать за это? А зачем? В Москве наказывают, задерживают. Не видели новости? Нет, не видел. Понятно, почему наказывают и задерживают. Как это у нас сейчас? Специальная военная операция, как. Есть просто плакаты, на которых написано «Миру мир», или последнее «Нет фашизму». Смотрите, все демократические институты нужны для того, чтобы собирать информацию. Мы получаем такую вилку, что если не спрашивать граждан ни про что, будет как с началом специальной военной операции, когда, грубо говоря, никого ничего не спросили и ничего не получилось. Бывает оборотная сторона, то есть можно и диктатуру делать, когда ты спрашиваешь граждан, делаешь как хочешь. На мой взгляд, это неправильно с точки зрения того, что, информацию не собираешь никакую. В итоге принимаешь пойми какие решения. А уж там с моральной точки зрения... Путь России в будущем, каким он должен быть? Я могу сказать, каким он будет. Скорее всего, страна развалится. Что из этого будет? Будет какой-то переходный период. Грубо говоря, был распад СССР, и мы сейчас живем в стране, которая из него получилась. Что получится? Что-то получится, наверное, может быть. Видно, что система не работает. Видно, что регионы там плавают сами по себе. Достаточно в Подмосковье уехать, чтобы понять, что, например, полиция условно в Москве работает одним образом, там другим. Видно, что система плохо управляется. И, соответственно, что бывает с каким-то механизмом большим, который плохо управляется, и при этом вынужден участвовать в сложных ресурсоемких процессах, этой специальной операции. Есть шанс, что какие-то части начнут разваливаться. Как вы считаете, стоит ли наказывать людей, которые выходят с плакатами, пишут в интернете или говорят фразу «Миру мир, нет фашизму и нет войне»? Нет, думаю, нет смысла. Вы думаете, почему в Москве это происходит, в России это происходит, почему по тюрьмам люди? Не знаю. Может, потому что много нерусских людей пускают. И это начинается фашизм, это все больше всего. Мне кажется, так все. Нет войны просто, и все. Я ничего не знаю.
А вы, ребят, что думаете? Я ничего не думаю, если честно. А за что их наказывать-то? Вот наказывают в Москве, сажают. Подождите. 10 тысяч уже ребята судили, дали штрафы по 30 тысяч. Вот у них на плакате написано «нет Все войны». со слов. Вот это все со слов. Вот мне нужно в печати, если это... Понимаете, абстрактно нет войны. Это каждый человек вам скажет. Абстрактно. А кому хочется войны? Вот. Сегодняшняя война – это совсем другое дело. Тут надо разобраться. А просто вот какие-то фразы бросать. Это же... Ну, вы же понимаете, что... Ну, конечно, нет. Конечно, не стоит наказывать таких людей. А за что их наказывать-то? Это, ну... Люди говорят, что считают правильным, и мне кажется, так и нужно делать. Не знаю. Ну, миру мир. Нет фашизма. Ну, мне кажется, нет, потому что это их мнение. В нашей стране все имеют право выражаться. Почему тогда их наказывают, выдают штрафы, сажают? Ну, наверное, это по законам нашей страны или потому что наше правительство не хотят, чтобы они это, ну, как бы писали. Считаю, что не стоит. Я считаю, что обед должен быть по расписанию. Если у них обед по расписанию... Я домой иду, тороплюсь, извините, но... Да, это от глупости, говорят они. Они просто не понимают, что происходит. А от глупости, ну что делать? Не надо наказывать. В угол ставить надо, на колени. Людей вообще не надо ни за что наказывать. А почему у нас тогда наказывают? Почему у них штрафы, аресты, тюрьмы? Я не знаю, почему это происходит, но это странно. Не знаю. А делать-то что-то надо с этим как-то? Свободу, слова, мнение? Ну, наверное, что-то надо. Но я думаю, что должен каждый человек сам просто решить для себя, кто он в этой жизни, что из себя представляет, что он самое главное хочет. Фашизму нет или миру мира? Я думаю, что нет. А что, это элементарно, да? Вы согласны со мной? Я согласна, но вот почему тогда сажают в Москве ребят, вот они 15 суток отбывают за нет фашизма? Вы у руководства спросите. Там много вопросов к руководству можно задать. Вы согласны со мной? Очень согласна. Да, вот поэтому... Мы, простые смертные, не можем их задать. Мы не можем задать, на выборы надо ходить и голосовать. Вы ходите на выборы? Я хожу. Молодец. А вы ходите на выборы? Молодец, да. Вот потому что ходить на выборы, тогда мы можем как-то влиять. А как мы вот будем ходить на выборы, если, по сути, у нас не осталось ни одной оппозиционной партии, которая была бы в противовес той, которая сейчас правит? Ну, как вам сказать, да, это все так, но мы это все проходили. Вот я лично, вы нет, а я да. Ну, я все думаю, что будет все хорошо в дальнейшем. Да. Надейтесь, потому что, как я наблюдаю ситуацию, она, в общем, вы поняли, да. Вообще ваш вопрос непонятен. Вот если честно. Ну как-то наказывать за такие фразы. Например, больше 10 тысяч административных дел со штрафами в 30 тысяч рублей и административным арестом до 15 суток как раз за фразу на плакате «Нет фашизму, миру мир и нет войны». Эта фраза была во время какого-то пикета. Просто я вот так вот встану здесь и скажу «Миру мир». Ну, мне никто же не оштрафует. Зря вы так думаете, да, кстати. Это может приравняться просто к какому-то пикету, скорее всего, из-за этого. А за фразу в интернете вот такую? Ну, смотря, опять же, в каком контексте. Вот просто человек пишет «Миру мир, нет фашизму, нет войне». Вот где пишет? Смотря где пишет. В Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно. Это тоже наказывают? Ну, я удивлен, честно, я такого не знал. За такое даже есть уголовные дела. Ужас. Именно за эти фразы? К сожалению. Тогда я не согласен с этим, конечно, да. Тогда я за оппозицию. Не стоит наказывать. Почему у нас в России так происходит, что дают административные штрафы или аресты? Подмена понятий, я думаю. Ну, в словах видят то, чего в них нет. А как вы думаете, что нам, россиянам, делать и как нам дальше выражать свободу своей мысли, своего мнения? Честно говоря, я не знаю. Сама не знаю. У меня нет ответа. Стоит ли наказывать людей за фразы «миру мир» или «нет фашизму» или «нет войне»? Думаю, что нет. А почему нас тогда наказывают в России? Ну, этого я не знаю. Знаю, сохраняю нейтралитет. Я думаю, их не стоит за это наказывать. Смысл наказывать за то, что человек говорит. Мы живем в демократической стране, у нас свобода слова.
Я не поддерживаю людей, которые будут кричать и выходить на митинги, что нам нужен фашизм, нацизм или типа того. Ну а так просто в интернете сказать, к чему ты больше придерживаешься, это будет правильно. Как вы считаете, почему тогда административные, уголовные дела на тех, кто так пишет? Если у нас демократическая страна, как вы говорите. Но я думаю, это связано с тем, что страна не хочет, чтобы это распространялось как-либо, чтобы людям внушали это. Ну, к примеру, один человек будет доказывать другому, что это надо, это должно быть так. А другой человек, он может быть не столь образован, и он присоединится к этому. Так станет больше людей, и начнутся опять митинги там, или что-то в этом роде. Поэтому просто распространение убрать. Ну, это спорный на самом деле вопрос. То есть, с одной стороны, возможно, да, с другой стороны, возможно, нет. Ну, то есть, с одной стороны, люди высказывают свое мнение, но с другой стороны, из-за чего происходит военная спецоперация, понятно. То есть цель ясна. А вы как думаете? Так же, как он. Ну, я сколько видела, что выбегают с плакатами, их арестовывают. Ну, чтобы, видимо, не пугать людей, не провоцировать межнациональные, вообще, ну, чтобы братья между собой не дрались. Вот, может быть, это как бы убирают, чтобы, а так, не знаю, я как на это внимание не обращаю. Как считаете, вообще сами, как человек, стоит ли наказывать за такое? Ну, не наказывать, предупреждать сначала. Сначала предупреждать. Главное, чтобы они не спровоцировали народ на плохое дело. Наказывать, наверное, нет. Но и, как сказать, одобрять это тоже не хотелось бы. Наказывать это тоже, знаете, как это. Наверное, с этими людьми тоже надо поговорить. Так что... А как вы думаете, почему-то у нас больше 10 тысяч административных, уголовных дел? Что я могу думать? Ребята, ну как я могу что-то думать? Наше государство так решило. Должна ли быть у нас какая-то свобода слова личная? Свобода нужна, как сказать, но вы знаете что? Это все очень спорный вопрос, потому что наше поколение, да, как сказать, воспитанное, потом вот эти 90-е, когда свобода была во всем. Понимаете, что было 90-е? Вы, наверное, не помните, вы еще такие были маленькие. А это был кошмар, понимаете? Людьми приходится управлять. Это в истории всегда было. Понимаете, люди тогда, как сказать, не требуют какой-то коррекции и так далее, когда они очень высоко сознательные. Ну разве наше такое общество? Ну согласитесь, пока нет. Так что мы имеем то, что мы имеем. Думаю, что нет. А как вы думаете, почему у нас в России так происходит, что наказывают, сажают, арестовывают? На самом деле я очень надеюсь на смену режима, в принципе. И надеюсь, что нас ждет счастливое будущее. Конечно, понятно, что всем нам надо будет разгребать все, что вот сейчас происходит, что на это нужно будет несколько десятилетий, но я надеюсь, что мы справимся. Нет. А почему нас в России тогда наказывают? Не знаю. Делать что с этим? Ничего, получается. А как же тебе твое будущее, тебе тут жить? Молодой, красивый. Но я никак на это не повлияю все равно. Поэтому я считаю, что мы ничего с этим не поделаем. Займитесь делами, семьей займитесь. И ерундой занимаетесь.